Прежде чем начать сегодняшнее видео, хочу вдогонку про вчерашний стрим продолжить тему, которая меня очень поразила, как поразила очень многих в Эстонии людей, таллинцев в том числе, про сокращение ведущих артистов в нашем русском драматическом театре. Извините, буду продолжать называть его русским драматическим театром. Я говорила о том, что меня это потрясло настолько, что сердцу плохо было, серьезно. И запущена петиция в поддержку наших артистов, нашей труппы, которых посокращали, поувольняли. И запущена петиция, которую я прошу сейчас вас всех подписать, помочь драмтеатру, помочь нашим артистам. Потому что без этого костяка артистов не будет ничего, никакого театра. Но я не знаю, что это вообще... У меня нет слов, просто серьезно, вот набор. Я прошу вас поддержать, подписать эту петицию. Она здесь находится в описании этого видео. Может быть, все-таки это не останется словами, а придет реальная помощь. И... справедливость восторжествует. Хоть вы и пишете, что справедливости нет и так далее, но, в общем, это продолжение нашего вчерашнего стрима, о чем мы с вами говорили. Как вообще поднялась рука уволить ведущий состав нашего театра, я не представляю. В частности, Лариса Саванкова, Александр Ивашкевич. Без них театра нет. И целый ряд других артистов, не менее известных и талантливых. Вспомним то, что Лариса Саванкова – это организатор благотворительного концерта ежегодного «Мама жизнь подарила» для деток с особенностями в развитии, когда на этой сцене этого русского драматического театра исполнялись мечты таких детей, собирались деньги на поддержку детей с особенностями, и вдруг со всем этим так поступили. Как это возможно? Я просто не представляю, как это возможно. Ну, а теперь будем смотреть сегодняшнее видео. Здравствуйте, мои хорошие! Тере вам всем из Эстонии, из Таллина. А мы с вами сегодня кофе напились. Но чего-то не хватает в этом кофе. Мне бы хотелось сиропчиков. Вот и получается, что стала пить кофе я больше уже. Я всегда пью кофе без сахара. В молока я добавляю пару столовых ложек. А теперь все время эта машинка прекрасно дает латте. Уже хочется сиропчика, молока туда идет много. Но в общем, я привезла вас сегодня в магазин, который называется Гемос. Он за моей спиной. И сегодня мы будем с вами выбирать сиропчики. Кофе аром. Так вот называется этот магазин Гемос. Находится он на Валукоя 5. Это Ülemiste City. Работает с 9 до 7, а в субботу с 10 до 5. Давайте посмотрим, что здесь дают. Двери распахнулись сами. Я аж испугалась. Ага, ну это тут муж пусть разбирается, а мы с вами. Ай, да тут целый мир. Тут целый мир всего-всего. Всяких кофейных принадлежностей. Турки, вот где турки. Нет, это не турки, это пимакань. Это все для молока, пимакань. Какие вот для молока. Здесь все, что касается кофе. И для очистки, вот и для машин, вот это всякое, фильтр. И кофе есть сам. Эфиопия, Бразилия. Машинки тоже есть. Юра. 2300 в евро и 4200. Машинки. Так, и сиропы. Вот я приехала за сиропами сюда. Хочу что-нибудь эдакое. Здесь, наверное, можно попробовать их все. На дегустацию Кристина сказала, что хочет карамельную. Я бы хотела, наверное, прямо с пумпой. Но
как бы их бы разных. А такую большую купишь, потом она... И пумпы, чтобы продаются пумпы здесь, интересно. Наверное, продается все. Сейчас посмотрим. Может быть, попробовать несколько сначала разных. Они вот есть, смотрите, сиропчики даже по 50 миллилитров. 3 разных, 9 евро. Такой, ванильный, карамельный и как печенье. Маленькие сиропчики 250 миллилитров. 5 евро 53 цента стоит. Карамельный, орех, шоколад и ваниль. Кристина карамель просила. Может быть, маленький попробовать, даже не знаю. Но удобно, наверное, с пумпой. А по 10 евро вот такие 700 миллилитров. Осенний какой-то есть. Это брауни, карамель, ваниль, орешки тоже. И здесь крем-брюле. Вот я бы, наверное, крем-брюле хотела. Амаретто есть. По 9,50 вот такие большие. И пумпы, наверное, у них, конечно, отдельно есть, я думаю. Тут как печенье, шоколад, макароны. Вот эти вот макаруны. Печенье. Без добавления сахара вот здесь. Без добавления сахара. Белый шоколад. Вот. А это булочка с корицей, абрикос, крем-брюле, ореховые. По 10 евро. Вот даже не знаю, какой пробовать. Тут тоже какие-то машины. Это, наверное, для кафе такое все. Ага. И здесь с вами пробежим, посмотрим, что здесь есть. Разные шоколады, сухофрукты, сковородки даже, сковородочки, орешки миндальные, наверное, все для этого мира. А тут еще лимонный, как яблочный пирог, ягодный, памкин, это вот осенний какой-то сироп. Как интересно. Да, здесь тоже какие-то, как на гриле, зефир или что-то. Черная смородина прямо. Ой, как здорово. Разные. Видите, как? Это все сироп или это что-то или это для другое? Это коктейли микс вот из этого коктейля. Это уже не сиропы. Ох, я сейчас вам наговорю здесь. Так, вот эти вот стеклянные писсуары, как я их называю. Бокалы разные. Да. Так, что еще у них? Специй миллион. Миллион всего. Корица, какао, гвоздика, черный перец. В огромных упаковках и поменьше. Но это все, наверное, такое, как для кафе, что ли. Но здесь очень любопытные магазины, много всякого такого, чего я даже не видела дальше, какие-то раньше. Какие-то соусы. Здесь аллахинлюс, полочка с уцененными товарами. Так, а мне бы посмотреть бы просто, что здесь и как. И специи очень интересные. Прямо с подставками и наборы специй. Очень много разных орехов. Сухофруктов, всякие шоколадные, как небит или посыпки. Это может быть для кондитеров. Вот здесь, знаете, все эти украшения тортов и так далее делают на заказ. Шоколадные всякие пуговки, блестящие, там все. Сушеная лаванда, вот для украшения апельсины, такие 6 евро пачка. Очень много всего. Украсить тоже можно красиво. В общем, целый рай для кондитеров, наверное, да? И для кофеманов. А здесь сахарная пудра, сахара коричневые. Огромные магазины. Чего здесь только нету. Кокосовый крем. Кокос, да, тоже какие-то тоты. И соевые соусы.
Здесь все, в общем, на свете. И чаи тоже. И чаи тоже. Наборы, сборы разные. Березовые листья, клевер, мята. Ситечки всякие. Экзотический коктейль, чай. 2,88, здесь 100 грамм. Чайнички разные. Тоже сиропчики. Это не сиропчики, это соусы. Там вот на мороженое. Вот я, например, люблю мороженое, чтобы так вот полить сверху чем-нибудь. Клубничкой. 6 евро. Вот такая стоит. Варенье по 5 евро, 900 грамм. Тоже всякие сиропы. Мед. Мед с разных цветов. 5,60, 700 грамм. Эстонский кило 110 евро. Мед. Изюмы разные. Так, а это растительные эмульгаторы. Вот, всякое. Господи, чего здесь только нету, я в шоке. Да, песто, соусы. Ой, оливковые масла. Да вы что? Вот оно что. Оливковые масла тоже разные. И большие, и маленькие. Горчицы. Уксусы. Уксусы. Какие-то бульоны. На солнце высушенные помидоры. Вяленые или как это, да? Правильно. Да, здесь вообще для кухни, как сказать, ресторанной, не только для кофе. Микс грибочков по 3,80. Органические чаи, зеленые, фруктовые, с мятой, ромашковые и так далее. Это набор кюпсисисеку, набор, чтобы испечь, что ли, что-то кокосовая стружка. Смотрите, что я в набор смотрю просто слоями. Сахар, то, орехи. Орешки в глазури. Здорово как. Я думала, что здесь только сиропчики, ножи разные по 5 евро. Тут вот есть доски. Разделочная, что ли. Красивая такая. Нет, это для меню. Это для меню. То есть здесь для ресторанов. О, посуды. Ой, посуды-то сколько. Всякие сливочники, ведерки для, знаете, для вот шампанское, чтобы поставить. Это можно и домой, конечно, купить. Здесь все плетеное. Там хлеб положить или что, не знаю, приборы. Ящики какие-то там тематические. Можно дома себе что-то устроить. Тоже для шампанского ведра. А это что за ванна? Туда много шампанского. Ой, мне вот такую домой. Чтобы охладить вот такое. Один бокальчик выпить. Вазы, бокалы. Тоже разные. Стеклянные такие. Для соков тоже симпатичные. Сколько всего, боже, боже, я не ожидала. А это что за штуки? Для молочного коктейля какие-то приспособления. Это для кухонь, знаете, вот в отелях открываешь, там вот все это, еда стоит, когда все включено. То есть всякие запаски, техника для кухни и так далее. Здесь не просто плитка там электрическая, мясорубка. Это, наверное, все профессиональное такое. Вот это да.
Здесь тоже посуда, стаканы. Вот у меня, кстати, стаканы паршивые дома. Ой, какой тяжелый. Что-нибудь посимпатичнее. Они как-то не то стираются, не то как-то они некрасивые. А хотелось бы... А вот бокалы, все, я люблю хрустальное. Мне вот стекло не нравится. Как-то это просто. Упаковки разные. Хотите подарить бутылочку чего-нибудь? На разные упаковки, пакетики. Ага. Я думала, что это бумага для выпечки. Хотела вам сказать, что не надо заказывать на Тему. Нет, это пакки бумага. Заворачивать. Печь на ней нельзя. К сожалению, нет, да. Печь нет. Здесь тоже это все упаковочное, да? Кюпс это такая, но она обычная для выпечки. Это обычная для выпечки. Всякие формочки. Так далее. Она, конечно, крайне удобна. Не ожидала, что такой может быть шикарный выбор. Вот эти двойные стаканы моя слабость. Двойные стаканы и кружки. Вот из такой надо пить. А у меня все литрами. Здесь двойные тоже есть, вот которые мне нравятся. Маленькие, ну. Ножи по 18 евро. Всякие тематические салфетки очень много. Одноразовые, как тарелки или что-то. Подставки для тортов. Знаете, когда вот вы там делаете что-то на заказ, то здесь, наверное, вот и берут. Сюда торт и пошел. Да. Теперь мы знаем, где все это берется. Там что еще? Раздел, отделение. Ой, здесь все одноразовое вроде. Или что тут? Сколько всего это для тортов. Вот он, где мир всего этого. Губки, перчатки. Стенды с ножами. Это, наверное, фирмы какие-то. Кай. Посуда. Это, наверное, все из чугуна. Вот эти жаровни, которые мне надо купить на дачу. Потому что она у меня там страшная, бабушкина. Да. Как-то не тяжелая. Вроде бы чугун. По 130 евро. Вот жаровинки. Для грибов нам с вами туда. А то та страшненькая, 70 евро. Жаровня. Тут вот все из посуды. Ну, такая она однотипная, белая. Для тортов подставки всякие. Тоже здорово. И много-много разной посуды, да. Жаровни шикарные. Ой, керамические. Так люблю кофе вот из таких керамических. Узнаю прям эту посуду с ресторанов. Да. Знаем теперь, кто где чего берет. Отдел продаж. Здесь и ложки, и вилки, и формы, что хотите. Некоторые вещи даже по евро есть. Формы какие для запекания. Керамические, красивые все. Огромный выбор столовых приборов. Вазы. Или что это? Даже не знаю, что это. Наверное, ваза. Похоже. Всякие половники. Здесь что-то из дня рождения можно. Свечи, хлопушки, игрушки.
Ну, вот так. Свечи в торт я имела в виду и не только. Огромный выбор, конечно, просто неожиданно. Здорово, люблю такое. А вы любите, когда так много на выбор? Так, что мы с вами еще не посмотрели? Какая-то штука тоже. Так, здесь мы с вами уже были. Здесь профессиональные вот эти машины. Зашла за сиропчиком, называется. Вот это да. А емкости для хранения или, ну да, банки вот всякие. И как бутылки, если там вина хотите сделать. Или сюда, знаете, масло, да, чтобы из этой штучки текло. А, вот опять сиропы. Ой, боже, сколько сиропов. Это все кофе, это для кофе. А это уже нет. Это уже лимонад. Лимонад и чай, что ли. Это для коктейлей. Это пюре. Ух ты. Вот это выбор. Как здесь можно что-то выбрать? Это же невозможно. Миндаль, лесной орех, фисташковые сиропы, карамельные, ириш, арбуз, ананас, маракуйя или пассионфрукт, рабарбар. Ой, боже, как много. Это невероятно. Крем-брюле. Памкин. Вот это Сандра хотела попробовать. Памкин. Осенний. Да, такой сиропчик. Надо попробовать, может быть, разные. У меня разбегаются глаза. А вот и пумпы есть. Пумпа. Это, наверное, большие только. А это махла эти из пассиона, сделанные как бы как ягодки. Вот они там, как горошки. Это из черники. Здесь тоже как перлит. Жемчужины, видите, да? Потом вот всякие креманки для мороженого, для кремов разных. Вот это да! А здесь в холодильниках тоже что-то. Икра какая-то. Бананы, это что? Стопроцентные фрукты. Шампанское есть, нашла пюре образные. В общем, для предприятий здесь, конечно. Да. Кёмнет, этот мин, да. Семена чиа, 500 грамм, 4 евро. Семечки, кстати, о семечках. На развес сухофрукты, орехи, все, что хотите. Все, что хотите и не хотите. В общем, закружилась голова даже. Вот такой здесь огромный выбор. Кофе аром. Какие. Будем с вами мартини пить из такого. Или так куличики можно делать. Это тебе на голову. В общем, все, что хотите. Да, ой, голова кругом. Так, но надо же как-то выбрать сироп. Шоколада быть плохо не может. Значит, мы берем себе шоколад.
и карамель. И потом Сандре мы же на день рождения подарили тоже эту машинку кофейную. И она, вот мы сейчас здесь находимся в магазине, я говорю, может, тебе тоже взять? Она тоже хочет карамель и хочет pumpkin spice. То есть, ну, такое вот осеннее тыквенное настроение. Так что вот эти бутылочки берем. Превращается в тыкву. Да, 5,53 стоит одна. Здесь 250 миллилитров. На пробу. Боюсь брать большой, потому что хочется каждый раз что-то новенького. Это когда большие объемы, большой поток людей. У тебя Макарон, булочка с корицей. У тебя да, у меня все время большой поток. Так он почему-то состоит из одних и тех же лиц. Да. А это что, карамель? А это, наверное, как соус. А, это рисовать на тарелке. На кофе рисовать, смотрите. Рисунки. Как рисуют? Вот, видишь, на тарелке с пирожным можно и на кофе. Как рождаются дети, как летают самолеты. Почему не летают, не падают? И как рисуют такое. Так, вот, взяли 4 сиропчика. 2 себе, 2 Сандре. Пошли. Надеюсь, вам здесь понравилось. Приходите, смотрите, что-нибудь для себя обязательно найдете. С вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч, до новых открытий, до новых магазинов.